Федеральная земля вновь вводит билет за 29 евро. В дополнение к общенациональному билету стоимостью 49 евро в Берлине в следующем году будет предлагаться более дешевая альтернатива за 29 евро. Решение об этом было принято наблюдательным советом транспортного объединения Берлин-Бранденбург. Билет будет введен в действие в первой половине года. Всем привет! Вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Несмотря на продолжающиеся дебаты о дальнейшем финансировании Deutschlandticket, в Берлине вновь готовится введение билета стоимостью 29 евро. Решение об этом принял наблюдательный совет, пояснила сенатор по транспорту Берлина Маня Шрайнер. Билет будет действовать в тарифных зонах А и Б, то есть в районе Берлина, и с начала лета будет продаваться в виде годового абонемента. Билет за 29 евро в месяц на общественный транспорт столицы уже был доступен после окончания срока действия 9-еврового билета в сентябре прошлого года. Однако с введением Deutschlandticket, который действует на всей территории Германии и стоит 49 евро в месяц, это предложение было отменено. Повторное введение билета было согласовано в виде коалиционных переговоров между ХДС и СДПГ на уровне земель. За пределами городской черты пассажирам по-прежнему требуется дополнительный билет. Сенату Берлина не удалось достичь согласия с соседом, землей Бранденбург. Пользователи общественного транспорта с билетом стоимостью 29 евро также должны доплачивать за провоз велосипедов, но не собак. Кроме того, наблюдательный совет продлил действие социального билета. Таким образом, берлинцы, получающие социальные пособия, по-прежнему будут платить за этот абонемент 9 евро в месяц. В Берлине высказывались опасения, что может быть отменен так называемый S-билет. Я рассматриваю билет за 29 евро как дополнение к успешному Deutschlandticket, пояснил сенатор по транспорту Шрайнер. Он был бы интересен, например, для пенсионеров или самозанятых, который недоступен билет для поездок на работу. Однако значительно более дешевый билет должен стать альтернативой и для многих существующих клиентов Deutschlandticket. Неясное финансирование. Критика прозвучала и со стороны берлинских деловых кругов. Конечно, все рады дешевому железнодорожному транспорту, но в условиях многочисленных кризисов, ослабления экономики, инфляция и роста процентных ставок, билет за 29 евро – это прежде всего еще одна закладная для государственного билета, заявил вице-президент торгово-промышленной палаты Берлина Роберт Трюкель. Гораздо разумнее и рациональнее было бы вложить эти деньги в развитие общественного транспорта. О финансировании альтернативного билета пока ничего не известно. Берлин, получивший 3,6 миллиардов евро, является самой крупной землей, получателем в рамках схемы выравнивания бюджетной обеспеченности. Между тем, билет за 49 евро продолжает вызывать разногласия между федеральным правительством и правительством земель. Последние созвали специальную конференцию министров транспорта, чтобы обсудить будущее этого предложения. Если не будет найдено решение в споре о финансировании, они поставят под сомнение весь билет в целом. Федеральное правительство и правительство земель обязалось ежегодно до 2025 года выделять по 1,5 миллиарда евро на финансирование 49 евро тикета. Было также решено, что все дополнительные расходы в этом году будут распределены поровну. Однако на следующий год соглашение по этому вопросу еще не достигнуто. Федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг отвергает дальнейшие финансовые обязательства со стороны федерального правительства. Транспортные ассоциации должны сосредоточиться на структурных улучшениях и отменить конкурирующие с Deutschlandticket продукты или не вводить их вовсе. Ну вот и все, вот такая была сегодня новость. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому ролику и всем пока!